Всем привет! Сегодня я вам хочу показать, как можно накрыть стол в Казахстане за 3700 тенге. Вместе с вами я схожу в магазин и покажу, какие у нас цены. Если вам интересен такой формат, пишите в комментариях, сильное ли отличие цен, чем в вашем городе. После закупки я обязательно поделюсь своими рецептами. Итак, взяли тележку, заходим. Сразу берем батон. Нарезной сразу возьмем. Цена такого батона 235. Еще нужен твердый сыр. Возьмем за 976, что очень нехорошо. Здесь нету прям, знаете, маленьких кусочков. Все такие огромные. И получается по цене больше. На блюдо мне понадобится намного меньше. Но здесь не режут. Еще нужен плавленый сырок. Я возьму по 139. Выглядит вот так вот. Мне нужно, примерно 3 сырка. Думаю, хватит. Также нужен репчатый лук. Он по 89. Возьму пару. Думаю, что хватит. Какой-то он не очень хороший. Такой мягкий. Нормально. Репчатый лук вышел на 20 тенге. Картофель по 102. Примерно 3 штуки хватит. Картофель вышел на 34 тенге. Также нужна морковь. Она по 99. Такая небольшая, думаю, хватит. Одна морковка вышла на 30 тенге. Также возьму немного шампиньонов. На 200 тенге вышли. Также нужен чеснок. Килограмм чеснока 1589. Это прям самый маленький чеснок. Вышел на 48. Еще нужны томаты. По 639 есть. Кстати, хорошие, я бы сказала. Пойдет. Есть также томаты по 2000. Разница, конечно, существенная. И по 879. Да, перед Новым годом цены, конечно, будут еще выше. Огурцы мне не надо на мои рецепты, но покажу вам цены. 799. И такие пупырчатые. Миринда 1135. Помидоры вышли на 188. Вообще мне нужны персики, но их в магазине, к сожалению, не оказалось. Тогда будем брать груши. Вообще мне даже одной хватит. Да, мне хватит одной груши. Сейчас посмотрим, насколько она выйдет. Немного покажу вам, как дела обстоят с фруктами. Мандарины, кстати, по 819, даже по 719 есть. Дешевле. Но я думаю, к Новому году не будет уже таких цен. Так что сейчас как раз-таки можно взять. Одна груша вышла на 219. Не сильно это дешево, я бы сказала. Еще нужен майонез. Возьмем 3 желания по 247. Его вполне хватит. Можно даже еще меньше. Но что-то я здесь совсем маленьких не вижу. Также нужен маргарин. Вот 155. Нормально. Возьмем 2 пачки. Здесь не оказалось мяса. Мне нужна говядина. Буквально грамм 300-400, я думаю, хватит. Придется брать в другом отделе. Все, едем. Еще решила взять одно яблоко.
на пирог, думаю, будет хорошо вместе с грушей. Посмотрим, насколько выйдет. На яблоки вот такие цены. Одно яблоко вышло на 84. Ну что, какой Новый год без мандаринов? Возьмем немного мандаринов на стол. Говорила уже ранее, да, мандарины 819. И есть по 719. Такие более крупные. Но, как по мне, так они уже такие подвявшие немножечко. Такие, смотрите, нехорошие. Возьмем подороже, но немножечко получше. Я думаю, штук 6 будет достаточно. И мандарины вышли на 264. Перейду на кассу. Посмотрим, насколько это вышло. Это без учета мяса. Чек без мяса вышел на 3,257. Но это с учетом того, что мы взяли большой сыр, так как меньше не продавался. Сейчас пойдем за мясом. Вот я нашла. Уже я пришла перед закрытием, поэтому мало выбора. Гуляш из говядины стоимостью 1950 килограмм. Ну, возьмем, мне кажется, грамм 400 будет достаточно. Он же на регион ездит, может там зацепит. Да, я думаю, хватит. Так, вышло на 663 тенге. Такая вот закупочка у меня получилась. Я купила, в принципе, все необходимое. Единственное, что я не покупала там муку, сахар, пару яиц. Но это я все включу в чек, чтобы уж было все по-честному. Ну, просто это все есть дома, я считаю, там 1-2 яйца найдется у каждой хозяйки. Но в любом случае я это посчитаю, чтобы уж, если прям вот с нуля закупать, вы были уверены, что выйдет именно эта сумма. Я купила майонез, сливочное масло, ванилин, разрыхлитель, яблоко, грушу, мясо, грибы, плавленые сырки, мандарины, помидоры. Также я взяла картофель. Картофель по 102 тенге. Я покупала по 190 пару дней назад. Но там написано, что только можно по 5 килограмм в руки. То есть вот так вот сделали. Ну вот опять же с сыром. Мне столько сыра не понадобится на рецепт, но там не режут именно, ну, по маленьким кусочкам. Не пришлось вот взять такой вот достаточно большой кусочек. Но в любом случае я хочу отрезать, взвесить на весах, вычесть из общей суммы. И чтобы уж быть более точной, сколько вам понадобится денег. Это те продукты, которые понадобятся мне на приготовление моего такого праздничного стола. Если вот вы просто вдвоем, ну даже, мне кажется, втроем и то хватит посидеть с семьей. Такой вот, ну не скажу прям, что скромный, ну достаточно такой бюджетный стол получится. Просто поужинать, встретить Новый год дружно. Это был мой первый опыт закупки в магазине, именно ходить с камерой, что-то снимать, потом что-то показывать. Я думаю, для первого опыта получилось не совсем плохо. Я прошу вас поддержать меня лайком, комментарием и приятного вам просмотра. А я приступаю. И начну я с десерта. Это будет очень вкусный пирог с фруктами. В миску кладем размягченное сливочное масло, добавляем сахар и перетираем до бела. Это удобно сделать с помощью миксера. Масло с сахаром побелело, увеличилось в объеме, и теперь по одному яйцу добавляем в тесто. В муку добавляем разрыхлитель и просеиваем. Продолжаем работать миксером. Как немного все объединилось, добавляем соль и продолжаем взбивать. Фрукты, яблоко и грушу нарезаем дольками. У меня круглая форма для запекания, я ее немного смазала сливочным маслом и присыпала манной крупой. Диаметр формы у меня 26 сантиметров. Выкладываю тесто в форму, равномерно распределяю и выкладываю подготовленные фрукты.
Сверху на фрукты я посыпаю ванильным сахаром. Также можно использовать обычный сахар. Отправляю в духовку 180 градусов примерно 40 минут. Для пирога мне понадобится сахарная пудра, и я ее буду делать вот такой вот кофемолке. Ей уже очень много лет, я думаю, многие ее узнали. Это такие приятные воспоминания у меня из детства. Бабушка всегда делала на пирог в ней сахарную пудру. Сверху посыпаем сахарной пудрой. Можно, конечно, оставить и без сахарной пудры, он и так прекрасен. Ну и можно импровизировать. Следующий рецепт — это галета. Открытый пирог, он будет с сыром и с яйцом. Муку, сливочное масло и соль перетираем в крошку. Сливочное масло должно быть холодное, затем вливаем воду и быстренько замешиваем однородное тесто. Тесто оставляю отдыхать примерно минут 30, за это время я сделаю начинку. Измельчаю 2 отварных яйца. Натираю 2 плавленых сырка и твердый сыр, перекладываю в миску, и нужно добавить немного майонеза. Можно добавить также сметану, но так как у нас по списку был только майонез, я добавила его. Готовое тесто раскатываем в круг. Распределяем начинку. И нужно завернуть края так, как показано на видео. Смазываю края пирога желтком, посыпаю кунжутом и выпекаю в разогретой духовке 180 градусов примерно 35 минут. Открытый пирог с сыром и яйцом готов. Сверху можно посыпать любой зеленью. На горячее я решила приготовить горшочки с грибами и говядиной. Это будет очень вкусно и порционно. Говядину нарезаем на кусочки. Шампиньоны также нарезаем и измельчаем 1 луковицу. Выкладываю мясо сначала на сухую сковороду, затем уже добавляю подсолнечное масло и обжариваю кусочки говядины со всех сторон. Добавляю грибы, немного их обжариваю, затем репчатый лук, также немного обжариваю, добавляю соль, перец и снимаю с огня. Теперь подготавливаю овощи. Морковь натираю на крупной терке, картофель нарезаю кубиком, помидоры также нарезаю кубиком и измельчаю чеснок. В горшочки кладу картофель, немного добавляю соли и кладу смесь перцев. Далее я кладу обжаренное мясо с грибами. Добавляю чеснок, помидоры. Сверху выкладываю натертую морковь и остатки мяса. Сверху кладу маленький кусочек сливочного масла, затем добавляю воду и отправляю в духовку 180 градусов. Я запекала 1 час. Готовое блюдо я посыпала укропом. Можно также выложить содержимое на тарелку или подавать прямо в горшочках. Следующий рецепт — это мои любимые бутерброды. Готовятся максимально просто и быстро. На небольшом количестве подсолнечного масла обжариваем кусочки батона. В миску кладем майонез, натертый чеснок и хорошо перемешиваем. Натираем твердый сыр и смазываем кусочки батона соусом. Нарезаем помидор. Сверху кладем помидоры, на помидоры выкладываем натертый сыр и украшаем укропом. Бутерброды получаются очень яркие и очень-очень вкусные. Отлично дополнят сегодняшний наш стол. Останется немного дополнить, расставить тарелочки, поставить бокалы и начать праздновать. Друзья, вот такой вот стол у меня получился. Я считаю, вышло достаточно хорошо. Здесь есть и бутерброды, здесь есть и галета с сыром и яйцом. На горячее у нас также говядина, грибы, картофель. Все очень вкусно. Ну и на десерт у нас, конечно же, пирог с фруктами. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь своим мнением.
Те, кто живут в Казахстане, знают, что это достаточно было непросто собрать стол на 4000 тенге. Но мы смогли, я считаю, получилось достаточно хорошо. И всем желаю отличного праздника, хороших выходных и всем приятного аппетита.